Еще не все, процедура очень эффективная, и всего лишь одной маской будем добиваться именно лифтинг эффекта. Сейчас я оставляю эту масочку на 20 минут, и обязательно посмотрите, что будет дальше. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете рецепт очень эффективной лифтинг маски для кожи вокруг глаз. Эта маска подтянет дряблую кожу верхнего века, подтянет нависшее веко, напитает кожу, разгладит мелкие морщины, разгладит гусиные лапки. Так что видео будет полезным, видео будет информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие друзья, проблема нависшего века касается многих женщин. И это не только генетическая расположенность, предрасположенность, не только строение лица, но и возрастные изменения. Те возрастные изменения, которые приводят к дряблости верхнего века, они также приводят к тому, что эта дряблая кожа, это практически лишняя кожа, нависает и, естественно, портит весь внешний вид. Существуют домашние способы омоложения именно верхнего века, именно дряблой кожи. И сегодня я вам расскажу уникальный рецепт лифтинг маски. Она очень проста в приготовлении, она очень проста в применении, и она очень эффективно. Давайте приступим, и обязательно посмотрите видео до конца, как правильно наносить, потому что нюансы, которые связаны с правильностью приготовления рецепта, они, конечно же, важны, но очень важны и методы применения этих средств. Давайте приступим, приготовим эту масочку и покажу обязательно, как ее правильно наносить. И, мои дорогие друзья, давайте приступим к приготовлению. Сейчас я покажу вам, как в домашних условиях приготовить очень эффективную лифтинг-маску от нависшего века, от дряблой кожи вокруг глаз. И подготовительную работу нужно обязательно провести. Нам для этой маски, кроме основного состава, понадобится и один ватный диск. Для чего он нужен, сейчас я вам объясню. Смысл этой лифтинг-процедуры заключается в том, чтобы сам состав нанести на верхнее веко в виде патчей. Буду вырезать форму. Вот по форме вот таких патчей у меня есть покупные патчи, но они не дают такого эффекта, как тот лифтинг-эффект, который мне необходим. Буду вырезать вот примерно такую форму, чтобы сам патч заходил и на верхнее веко, и на нижнее веко. Эти покупные патчи дают легкий освежающий эффект, легкий увлажняющий, но, как я всегда говорю, конечно же, домашние маски, те средства омоложения с помощью домашних средств, они более эффективны. И хотя у меня есть большое количество покупных средств, все-таки я очень люблю и домашние процедуры. В общем, форму идеальную, которую нам нужно сделать из этого диска, я вам показала. Делается это очень просто. Складываю в два слоя, вырезаю по форме вот саму вот эту вот глазницу, просто по форме вот саму глазницу, просто и вот таким вот образом. Почему понадобится нам один ватный диск? Потому что сама толщина ватного диска, она великовата. Нам нужен именно такой вот тонкий патч, да, в толщине такого, как я вам показала. Буду разделять вот сам один этот ватный диск на две вот такие равные полосочки. И, в общем-то, заготовка практически готова. Откладываем на некоторое время в сторону эту заготовку и приступаем к приготовлению самого состава. Состав уникальный. И еще раз повторю, состав очень хороший. Давайте покажу, как его сделать. Нам понадобится одна вот такая маленькая ложка, даже щепотка желатина. Я очень люблю желатиновые маски, различные желатиновые
очищающие средства, кремы люблю очень из желатина. И, конечно же, не могу обойти стороной его замечательные свойства. Желатин – это природный коллаген, он дает хороший лифтинг-эффект, очень хороший увлажняющий эффект. Это все, что наша кожа с возрастом теряет. Достаточно вот просто очень маленького количества, практически 2 щепотки, 1 щепотку желатина. И добавляю ложку молока. Молоко должно быть в теплом виде, хорошо разогретым, чтобы очень хорошо желатин разбух. И хорошо перемешиваем. Желатин очень тщательно нужно перемешать. Если у вас крупный желатин и он плохо растворяется, плохо разбухает, то его нужно подогреть на водяной бане. У меня желатин очень мелкий. Единственный момент, что эту масочку нужно готовить очень-очень быстро. Сейчас я в желатин буду добавлять 3-5 капель глицерина. Это даст очень хороший дополнительный увлажняющий эффект. И вот не дожидаясь того момента, пока желатин полностью разойдется, можно добавить еще немного молока, чтобы не было застывания желатина. И пока вот основная часть желатина подходит, я добавляю 5 капель глицерина. Глицерин хороший увлажняющий компонент. 4, 5. Единственный его недостаток — это нельзя глицерин использовать в чистом виде. Это приводит к пересушиванию кожи. Для этой маски также я беру 3 капли гиалуроновой кислоты. Вы можете заменить, вот у меня гиалуроновая кислота покупная. Сейчас я покажу вам вот упаковочку. У меня есть еще и не раскрытая гиалуронка. Я всегда стараюсь закупить впрок, потому что гиалуроновая кислота нужна абсолютно каждый день. 3 капли гиалуроновой кислоты добавляю. Для смягчения кожи и для наилучшего увлажняющего эффекта я добавляю вот такую маленькую же ложечку оливкового масла. Можно добавить, у меня масло на цедре. Я очень люблю добавлять во все маски. Вы можете добавить любое косметическое масло, подходящее по вашему типу кожи. Это может быть масло миндальное, масло персика, зародышей пшеницы, виноградных косточек. Вот такая лифтинг-маска готова. И теперь я выкладываю этот состав на заранее приготовленные патчи. Главное сейчас не ошибиться в выкройке. Предполагаете, что вот один патч нужно выложить на одну сторону в направлении, другой патч в другую сторону направления. И теперь накладываю саму маску. Накладывать состав нужно равномерно. И так как в состав этих патчей входит и желатин, соответственно, будет лифтинг-эффект и будет эффект подтягивания и питания кожи. Этого состава хватит на одну процедуру. Маску эту в холодильнике хранить нельзя. То есть вот то, что приготовлено, то мы и делаем сразу. Вот пока эти патчи пропитывают, основной состав, видите, у меня осталось некоторое количество этой маски, и именно вот это количество достаточно для того, чтобы нанести на верхнее веко, нависшее под глаз, в область, где расположены гусиные лапки, и затем этот эффект буду закреплять вот этими патчами. Давайте посмотрите, пожалуйста, внимательно, как правильно наносить эту масочку, потому что от этого и зависит результат. И, мои дорогие, сейчас я покажу, как правильно наносить эту маску. Наносить ее нужно очень быстро. Наносим пальчиками, конечно, на очищенную кожу. Лучше всего эту процедуру делать после ванны, после душа, когда кожа расслаблена, когда кожа хорошо очищена. И наношу я эту маску пальчиками, начиная от внешнего уголка
глаза сначала нижнюю часть, затем наношу на верхнее веко. Посмотрите, я наношу эту маску вбивающими движениями и захожу на область, где, как правило, образуются гусиные лапки. Прохожусь по косточке, то есть само нависшее веко практически затрагивает область косточки, да, вот где глазница образуется. Второй глаз наношу то же самое, вбивающими движениями. Пока наношу второй глаз, первый глаз у нас пока я наношу маску на второй глаз, именно питательный эффект уже пошел. Наношу подушечкой пальцев, вбивающими движениями. Также захожу на область, где располагаются гусиные лапки. Смотрю, равномерно ли я нанесла эту масочку. И начинаю прикладывать сам патч, который уже пропитался. И накладываю вот таким образом. Сначала на нижнее веко, затем на верхнее веко, и вот таким образом пропечатываю. За счет того, что сам патч очень хорошо пропитался и на кожу вокруг глаз предварительно нанесли сам состав этой маски, маска очень хорошо крепится, очень хорошо держится. То же самое наношу и на второй глаз. Проследите, чтобы сами патчи очень плотно прилегали к коже. Вот таким. Прилегали к коже вот так. И оставляю эти патчи на 20 минут. Посмотрите, пожалуйста, что нужно сделать дальше, потому что это еще не все. Это еще не все. Процедура очень эффективная. И всего лишь одной маской будем добиваться именно лифтинг-эффекта. Сейчас я оставляю эту масочку на 20 минут. И обязательно посмотрите, что будет дальше. И, мои дорогие, прошло 20 минут, маска, я чувствую, уже подсохла, но за счет того, что поверх основного состава маски нанесли патчи, эффект очень длительный, что, естественно, приведет к хорошему результату. Не забываем, что желатин – это природный коллаген, а коллаген – это тот компонент, который отвечает за плотность, за упругость кожи. Уплотняем кожу и делаем легкий лифтинг. Сейчас я снимаю эту масочку. Маску нужно снимать очень аккуратно. Вот снизу поддеваю, и на самом деле она хорошо отходит. Второй глаз то же самое. Сейчас посмотрите, пожалуйста, что нужно делать дальше. Я не снимаю маску окончательно, оставляю для полного подсыхания. Оставляю для полного подсыхания еще на 10-15 минут и буду ощущать именно эффект пилинга, стянутости, когда верхнее веко начнет подтягиваться под воздействием желатина и, конечно, питательные компоненты. Гиалуроновая кислота, глицерин будут свою работу тоже выполнять. Так что еще 15 минут, и эффект просто потрясающий будет вам также заметен, как и мне. Прошло еще 15 минут, посмотрите, как поднялось мое верхнее веко, как кожа выровнялась, как кожа подтянулась, и из той дряблой кожи, которую я тоже наблюдала на своих глазках, я вижу, насколько она стала плотной и упругой. Салфетку махровую смачиваю горячей водой, так, чтобы была температура комфортная, слегка теплая, но больше, чем температура тела. И начинаю промакивать именно кожу после этой маски. Я вижу, насколько хорошо сама маска впиталась, потому что те компоненты, которые входят в эту маску, именно и влияют на питание, подтягивание, лифтинг кожи. Эту маску, если вы делаете эту масочку перед сном и не планируете нанесение декоративной косметики, то лучше всего не умывать и не смывать эту маску водой, мылом, а просто промокнуть вот таким теплым махровым полотенцем и нанести легкий увлажняющий крем. На утро
следа не останется от вашего нависшего века, а та кожа, которая была обезвожена, которая была дряблая и слегка обвисшей, она, естественно, за ночное время, и вот этот вот лифтинг-эффект в ночное время, он будет продолжен. В общем, на утро будет все просто шикарно. Напишите, пожалуйста, понравилась ли вам эта маска. Напишите, пожалуйста, что из подобных процедур, возможно, вы делали, возможно, вы узнали об этом впервые. Обязательно поделитесь этим видео со своими мамами, подругами, знакомыми, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Я очень люблю это делать. Я с огромным удовольствием с вами делюсь шикарными рецептами. Пожалуйста, берите, пользуйтесь, молодейте. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.